Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. «Газпром» ждет роста спроса на газ на 30%. Правда, к 50-му году. Но, Александр, подождите, Европа наэкономила газа так, что у нее промышленность отваливается. И с падением мировой торговли, в принципе, и Китай, и Индия могут как бы тормознуть, наращивать спрос на газ. Все ли так оптимистично, как предполагают в «Газпроме»? Ну, мы в данном случае вынуждены исходить из той статистики, которая есть на данный момент, и тех прогнозов, которые публикуются, исходя из этой статистики, и ряда представлений о прекрасном. О представлениях о прекрасном мы поговорим. Пресловутые ЦОДы обязательно будут упомянуты в нашем разговоре, тем более, что они в оригинальном тексте, который мы, собственно говоря, сейчас обсуждаем, тоже упоминаются. Я поясню, что основным источником прогнозов в данном случае, скорее всего, является форум стран-экспортеров газа. Это организация, которую еще периодически пытаются называть газовым ОПЕК, что радикальным образом будет нас запутывать, потому что форум стран-экспортеров газа никак не может выступать в качестве ОПЕК, потому что ОПЕК это все-таки некий регулятор, который может своими действиями влиять на рыночную ситуацию более успешно, менее успешно, неважно. Вот. А влиять ОПЕК может, потому что существует мировой рынок нефти. А вот мирового рынка газа не существует. Как бы странно это ни прозвучало, учитывая, что мы обычно говорим, вот мировой рынок газа. Это условность. Это условность, которую мы приняли просто для простоты общения. Мировой рынок газа на самом деле состоит из ряда крупных региональных рынков. В чем разница? А разница, дорогие друзья, в том, что в отличие от нефтяного рынка, где цена на нефть одного и того же сорта будет примерно одинакова в разных регионах мира, цена газа, одного и того же газа, что характерно, может быть в разы, может отличаться в разы в этих самых разных регионах, на этих самых разных региональных рынках. Но постепенно мировой рынок газа формируется. Вот, например, Европа и Азия, которые раньше были отдельными рынками, притом в Европе газ был существенно дешевле, чем в Азии, они теперь, вот где-то с конца десятых годов, работают сообща, то есть они невольно влияют друг на друга, притом настолько четко, что изменение биржевых котировок на газ в одном регионе, ну, то есть в Европе, например, сказывается на изменениях биржевых котировок газовых в Азии и наоборот. Средством объединения этих самых рынков является, по сути, ну, инструментом объединения рынков, является сжиженный природный газ. Притом не весь, а только та его часть, которую можно перебрасывать между рынками, ориентируясь на ценовые сигналы. Подорожало там, везем туда, подорожало тут, везем сюда. И таким образом цены будут постепенно выравниваться. Но пока еще говорить о мировом рынке газа невозможно. Ну а так как невозможно говорить о мировом рынке газа, то как вы не объединяетесь, как вы не создаваете вот этот газовый ОПЕК, повлияет на газовые рынки, особенно на мировой газовый рынок, вы не можете ввиду отсутствия такового. А на региональные рынки вы будете влиять крайне ограниченно по, опять же, простой причине. Вас, скорее всего, по крайней мере, половина всей международной торговли осуществляется трубопроводным методом, а труба вот она проложена, вот она проложена от поставщика к потребителю, и ты никуда ее не уберешь. Вот если Соединенные Штаты построили трубу в Мексику, то значит в Мексику эта труба лежать и будет. Кстати, да, Соединенные Штаты построили трубу в Мексику. И труба лежит, и где-то треть всего экспорта газового из Соединенных Штатов идет в Мексику, поэтому Мексика является крупнейшим покупателем американского газа. Но это так, небольшое лирическое отступление. Однако форум стран-экспортеров газа интересен нам как, ну, такая аналитическая организация, как организация, которая делится с нами прекрасной статистикой. Ну и если статистика не вызывает каких-то сомнений, то, конечно, к прогнозам есть определенные вопросы. Так, например, большая ставка делается на центры обработки данных в качестве потребителей электрической энергии. И делается вывод, что
так как значительная часть прироста спроса на газ будет связана с ростом спроса на электрическую энергию, то значительную роль в этом увеличении сыграют соды, которым надо будет больше электричества. Тут может возникнуть вопрос, почему именно газ, почему не атомные электростанции, почему не уголь, почему в конце концов не ветрячок вместе с аккумулятором. Нет, почему просто так ветрячок вы не поставите, понятно, потому что ветер перестанет дуть, ваш ЦОД перестанет работать. Но ветрячок поставили, аккумулятор поставили, и нормально. Вот, когда электричества много, аккумулятор накапливает. Когда электричества мало, ну, потому что ветер слабо дует, аккумулятор вам вот отдает электричество и обеспечивает работу вашего ЦОДа. Ну, почему не такой вариант развития событий? Ну, видимо, потому что прогноз составляет форум стран-экспортеров газа, а не форум стран-экспортеров ветроэнергетических установок и не там какой-нибудь Росатом. Ну вот, поэтому на газ делается ставка. С другой стороны, а почему бы нет? То есть газовая генерация развивается? Ну, безусловно, развивается. В разных странах мира новые газовые электростанции строятся. От Соединенных Штатов до Китая. И в этом плане действительно, почему бы ЦОДа стать крупным потребителем электрической энергии? Тут, правда, надо разобраться с дефинициями, потому как у нас зачастую говорят, что ЦОДы будут потреблять там в 2,5 раза больше электрической мощности, чем потребляют сейчас на территории России, а именно вот сейчас потребляют 1 гигаватт, а будут 2,5 гигаватта к 30 году. И это вызывает ряд вопросов, потому что, ну вот как Борис Леонидович тут периодически там журит подобного рода авторов таких вот заявлений, мол, ну сейчас же, мол, для там, того же майнинга используется больше электрической энергии, все так. Но тут нужно определиться, что это ЦОДы, заточенные под немножко другие задачи, не относящиеся к вопросам майнинга или чего-то вот подобного. Это какие-то другие ЦОДы, и людям, которые говорят про эти ЦОДы, неплохо было бы делать какую-то сноску, мол, что это за ЦОДы, чем они будут заниматься. Мы тут искусственный интеллект будем развивать. Ну, хорошо, тогда будем говорить, что это центры обработки данных, которые необходимы для развития искусственного интеллекта на территории Российской Федерации. Ну и вообще, про какие ЦОДы мы говорим, когда говорим про мировой масштаб? Видимо, мы говорим про те ЦОДы, которые сейчас вызывают наибольший интерес, а именно ЦОДы, связанные с искусственным интеллектом. Ну, опять же, вот это неплохо было бы проговаривать, потому что, в принципе, на обработку данных уходит огромное количество электрической энергии. Настолько огромное, что только на майнинг какого-нибудь биткоина уходит электрической энергии, как, ну не знаю, как какая-нибудь Аргентина потребляет за год или Норвегия. А это хоть и не очень большие страны, но, знаете, отнюдь не нулевого масштаба. То есть вот если бы биткоин был страной, он бы, ну, наверное, около первой двадцатки по потреблению электрической энергии находился бы. Вот. Однако вопрос биткоина и майнинга криптовалют для нас является здесь, когда мы говорим про спрос на газ, в электрическом сегменте особенно, довольно важным примером. Потому как во время первого майнингового бума все внимательно смотрели на рост спроса на электрическую энергию, на рост потребления электрической энергии для майнинга, и некоторые уважаемые люди начинали рисовать график, что если таким темпом все пойдет, то сколько электрической энергии придется тратить на майнинг криптовалют, чуть ли там не треть, а то и половину всего, что производится в мире, может тратиться на майнинг криптовалют. Ну, вот так считали некоторые. Не то, чтобы это стало доминирующим мнением, но перспективы роста спроса на электрическую энергию со стороны майнинговых ферм тогда представлялись очень и очень существенными. Реальность оказалась гораздо более скромной. Опять же, из-за изменения там, подходов к майнингу, из-за изменений масштабов этого самого майнинга относительно того, что представлялось, ну и там прочих обстоятельств. То есть те надежды, ну или опасения, которые озвучивались во второй половине десятых годов во время первого майнингового бума, ну, себя вот они не оправдали. Оказалось все гораздо скромнее. И вполне возможно, что сейчас представление о том, сколько электрической энергии будут потреблять ЦОДы, сколько вот искусственный интеллект будет требовать этого самого электричества, вот эти представления далеки от той реальности, которая воплотится к 30-му, 40-му, 50-му годам. Означает ли это, что прогнозы спроса на электрическую энергию
совсем не верны. И, значит, спроса на газ не верны. Нет, отнюдь не значит. Если мы посмотрим на структуру потребления в мире, мы обнаружим, что у нас есть крайне сильно отстающие регионы. Например, та же самая Африка потребляет на душу населения раза в 4 меньше энергоносителей вообще, не только электричества, а энергоносителей вообще, чем Латинская Америка. А Латинская Америка занимает второе место с конца по объемам потребления энергоносителей на душу населения. Поэтому, если вкладываться в экономику Африки, если развивать экономику Африки, то потребление энергоносителей будет расти стремительно, в мировом масштабе расти, а локализованно этот рост будет преимущественно в Африке. Понятно, что мы здесь вдруг исключили Китай, Индию, что совершенно неправильно делать. Да, в Китае, может быть, рост энергопотребления не будет столь стремительным, как он был последние годы, но, с другой стороны, рядом есть Индия, где население примерно столько же, а потребление на душу населения энергоносителей заметно меньше. И если Индия начнет потреблять хотя бы сопоставимо с Китаем энергоносителей, да даже так, пусть меньше энергоносителей, чем Китай, это все равно обеспечит значительный прирост спроса на все энергоносители, включая, собственно говоря, включая электричество в мировом масштабе. То есть вот у нас есть глобальный юг и Африка. Индию относят к глобальному югу, поэтому глобальный юг. Глобальный юг и Африка как точки роста спроса на электрическую энергию. В принципе, сейчас в мире порядка 750 миллионов человек, которые не имеют вообще доступа к электрической энергии. И можно заняться социал-дарвинизмом и начать рассказывать о том, что, господи, да эти люди, да кто они, да что они. Самое смешное, когда я вот такое вижу, читаю, слышу, что в основном авторы такого рода высказываний – это правнуки крестьян, про которых высшие сословия говорили: господи, да чего крестьян учить? Они же от природы не способны ни на что. Их детей тоже учить не надо. Их внуков, правнуков, праправнуков, которые вот сейчас рассказывают о том, что, господи, да этих негров в Африке, да что их... Они же от природы... Дорогие друзья, так вы дойдете до чего-то очень нехорошего. До чего уже доходили население некоторых европейских стран где-то в 20-30-х годах прошлого века. Вот. А так-то, в принципе, если планомерно развивать экономику, то вы удивитесь, но за 2-3 поколения вы можете не узнать ту страну, в которой до этого бегали какие-то неграмотные люди, а тут хопа, и грамотных полно, и экономика развивается. Кстати, а если посмотреть на Ближний Восток, на какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты, что там было лет 70 назад? Что там, какой уровень образования был лет 70 назад? Да, понятно, там есть нефть, но, с другой стороны, у тех стран, которые сейчас, население которых объявляют, да, господи, чего их там, зачем? Им нравится бегать в набедренных повязках с копьями за какими-нибудь львами, или убегать от львов. Тут, понимаете, такой взаимный спорт. Либо ты догоняешь, либо тебя догоняют. Им просто нравится от природы, не надо их учить. Так вот, по удивительному стечению обстоятельств, в некоторых государствах, где население такое не очень много энергоносителей потребляющее, есть полезные ископаемые, притом большое количество полезных ископаемых. От урана до всяких критически важных элементов, вроде какого-нибудь кобальта, лития и прочих. Если вдруг населению этих стран объяснить, что, ребят, может, вы сами будете зарабатывать на этом, а не всякие посторонние дяди и тети, которые к вам приходят и говорят: ребят, ваш традиционный уклад – это ваше сокровище. Сохраняйте свой традиционный уклад. Вот тебе набедренная повязка, вот тебе копье, беги за львом. Ой, почему ты убегаешь от льва, дорогой друг? Так вот, после этой искрометной репризы мы возвращаемся к вопросу спроса на газ. По той динамике, которую мы наблюдали последние годы, мы можем предположить, и форум стран-экспортеров газа предполагает, что в текущем году, в 2025, объем потребления газа достигнет примерно 4,3 триллиона кубических метров в мире. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 4,7 триллиона кубических метров. И где-то до 5,7 триллиона к 50 году. Жизнеспособен ли такой прогноз? Он в целом соответствует той динамике роста спроса на газ, которая наблюдается последние лет 25. То есть здесь мы просто
предполагаем, что в тех регионах, где был основной прирост, еще спрос будет расти, пусть не с той динамикой, но будет расти. А те регионы, которые сейчас относятся к развивающимся, ну, покажут примерно ту же динамику, которую демонстрировал тот же самый Китай на протяжении последних 25 лет. Да, пусть это не одна Индия возьмет и продемонстрирует такие показатели, как Китай. Ну вот и Индия, там ряд африканских стран, ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот продемонстрируют такие показатели. Да, в таком случае мы увидим значительный рост спроса на газ, и показатель в 5,7 триллиона кубических метров вполне может быть жизнеспособным. Опять же, мы здесь исходим из того, что население планеты будет расти. То есть у нас есть огромный потенциальный рынок спроса, прошу прощения, рынок сбыта для газа и для других энергоносителей. Это та часть планеты, которая находится, та часть населения планеты, которая сейчас находится, по сути, в каменном веке. Ну так надо из каменного века их вытаскивать. Надо помогать развивать экономику, потому что, как это ни удивительно, но вчера у вас неграмотные крестьяне, 4 класса закончили, это уже, точнее, позавчера вот неграмотные крестьяне, вчера у вас уже там рабочий, у которого 8, а то и 10 классов образования, а может быть еще ПТУ человек закончил, вообще молодец, рабочую специальность получил. А сегодня вы уже кривите нос от того, что, ну как, господи боже, колледж, минимум университет нужен, минимум университет. И 2 раза отпуска за год. Нету денег, но это очень плохо. Ну и так далее. То есть запросы постепенно начинают расти, если под этими запросами есть необходимая экономическая база. Создавать эту экономическую базу надо помогать. Понятно, что если всю жизнь просто грабить отдельно взятые страны и поддерживать их население в рамках традиционного уклада, то кому-то от этого есть выгода. А вот планете от этого, населению планеты от этого выгоды никакой. Просто никакой. Кстати, населению тех регионов, которые грабят ту же самую Африку, тоже не очень нравится ситуация, потому что сложившаяся ситуация заставляет людей из этих вот бедных стран мигрировать в более богатые страны. И все такие, боже мой, нет, мы, конечно, вас грабили, но это же не повод к нам приходить. Это вообще очень мило, когда мы начинаем вот это. Ой, боже мой, к ним мигранты приехали, какой кошмар. А когда они к этим мигрантам приезжали, у них там ёх-тых-тых, как говорится, устраивали, все было нормально, да? А вот когда обратный поток начался, какой кошмар, господи боже мой, миграционный кризис в Европе. Ну так помогайте развивать экономику. У них там, на месте. Не устраивайте войны, как в Ливии, чтобы государство рассыпалось. Помогайте развиваться. И тогда вы увидите удивительное дело. К вам будут с меньшей охотой ехать. Потому что людям привычнее сидеть у себя на месте, и особенно если там есть перспективы роста благосостояния. Ну а рост благосостояния в депрессивных регионах – это рост благосостояния всей планеты. Ценности, они не распределяются, знаете, из кубышки. И если у кого-то ценности стало больше, значит, у кого-то обязательно стало меньше. Ценности создаются. И вот если вы их не создаете, тогда ситуация приходит к кризису. Надо ценности создавать. И тогда и газопотребление будет расти, электричество будет расти, потребление. А что там будет с цодами? Ну, я подозреваю, что потребление электрической энергии цодами окажется существенно меньше, чем представляется сейчас. И действительно, это пузырь, который в какой-то момент лопнет, но никуда не исчезнет. То есть само по себе явление никуда не исчезнет, просто объем потребления электрической энергии будет меньше. На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч.